Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим криптовалюты, риск или выгоды, а также обсудим прогноз на 2024 год. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Ну а мы начинаем. В мире финансовых инноваций и технологического процесса криптовалюты продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем. Начиная с зарождения биткоина в 2009 году, рынок криптовалют перетерпел значительные изменения, превратившись из ниши для энтузиастов и инноваторов в серьезный сегмент глобальной экономики. На данный момент этот рынок характеризуется своей высокой волатильностью, инновационными технологиями, такими как блокчейн, и постоянно растущим вниманием со стороны как частных инвесторов, так и крупных финансовых институтов. Эта тема приобретает особую актуальность в свете постоянно меняющегося экономического ландшафта и развития цифровых технологий. Понимание того, как будет развиваться рынок криптовалют в ближайшее время, особенно в 2024 году, представляет интерес не только для инвесторов и участников рынка, но и для широкой публики. Это связано с тем, что криптовалюты не просто меняют способ инвестирования и сохранения капитала, но и оказывают влияние на многие аспекты повседневной жизни, включая платежные системы, международные переводы и даже корпоративное управление. Таким образом, изучение того, что будет в мире криптовалют в 2024 году, представляет собой не только финансовый интерес, но и важный аспект понимания того, как технологии могут изменить наш мир в ближайшем будущем. Итак, давайте же с вами обсудим текущие тенденции и прогнозы. На пороге 2024 года рынок криптовалют находится под влиянием нескольких ключевых тенденций, которые, как ожидается, определяют его развитие в ближайшее время. Первое – это усиление роли DeFi, или же децентрализованных финансов. DeFi продолжает привлекать значительные инвестиции, предлагая альтернативу традиционным финансовым услугам. Платформы DeFi предоставляют пользователям возможность для заимствования, кредитования и торговли активами без посредников, что может радикально изменить финансовый ландшафт. Второй пункт – это развитие и регулирование стейблкоинов. Стейблкоины, которые привязаны к традиционным валютам или другим активам, становятся все более популярными благодаря своей стабильности по сравнению с традиционными криптовалютами. Регулирование этих инструментов является ключевым вопросом, который, как ожидается, будет решаться именно в 2024 году. Третий пункт – это расширение NFT, или же невзаимозаменяемых токенов. NFT продолжают находить новые применения за пределами искусства и коллекционирования, включая области такие как цифровая идентичность, право на интеллектуальную собственность и даже в сфере недвижимости. Четвертый пункт – это внедрение криптовалюты блокчейном в традиционные отрасли. Больше компаний и отраслей начинают исследовать применение блокчейн-технологий для повышения прозрачности, безопасности и эффективности своих операций. Ну и последний пункт – это усиление регуляторного надзора. С увеличением популярности криптовалют возрастает и внимание регуляторов. Прогнозируется, что 2024 год принесет новые нормативные акты, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также на защиту прав потребителей. Мнения экспертов относительно будущих криптовалют в 2024 году различаются. Некоторые аналитики предсказывают продолжение роста и интеграции криптовалют в повседневную экономическую жизнь, подчеркивая их потенциал в области DeFi и NFT. Другие же предостерегают о возможных рисках, связанных с регулятивными изменениями и волатильностью рынка. В целом, большинство экспертов сходятся во мнении, что 2024 год будет ключевым для криптовалют, определяя не только их дальнейшую роль в глобальной экономике, но и способствуя развитию новых финансовых технологий и бизнес-моделей. Теперь давайте же обсудим, какие регуляторные изменения нас с вами могут ждать. Первое – это стандартизация и гармонизация регулирования. Одной из основных тенденций является стремление к стандартизации регулятивных подходов на международном уровне. Это включает в себя усилия по созданию общих стандартов для борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также защиты прав потребителей и инвесторов. Второе – это регулирование DeFi стейблкоинов.
Особое внимание уделяется децентрализованным финансам и стейблам. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой инноваций и обеспечением финансовой стабильности, что может привести к новым нормативным актам, регулирующим эту область. Третий пункт – это регулирование NFT. По мере роста популярности невзаимозаменяемых токенов правительства начинают изучать возможности их регулирования, особенно в контексте прав интеллектуальной собственности и налогообложения. Следующий пункт – это международное сотрудничество, а именно усиление международного сотрудничества в области регулирования криптовалют, включая обмен информацией и согласование политики между странами. Это может включать унификацию подходов к лицензированию криптовалютных бирж и услуг. Следующий пункт – это усиление надзора за криптовалютными биржами. Регуляторы могут ужесточить требования к криптовалютным биржам, включая обязательное получение лицензий, соблюдение стандартов AML и CFT и обеспечение прозрачности операций. Ну и последний пункт – это налогообложение криптовалют. Все больше стран разрабатывают и внедряют системы налогообложения криптовалютных операций, стремясь привести их в соответствие с традиционными финансовыми транзакциями. Эти изменения в регулировании направлены на создание стабильного и безопасного рынка криптовалют, а также на защиту интересов как инвесторов, так и общества в целом. Однако, учитывая разнообразие подходов в различных странах, эта область остается динамичной и предметом активных дискуссий и разработок на международной арене. Итак, с тенденциями мы с вами разобрались, давайте же теперь обсудим дальнейшие возможности крипторынка. Первое – это инновационные инвестиции. Криптовалюты предлагают доступ к новым и инновационным технологическим проектам, открывая перспективы для инвестиций в будущие технологии. Второе – это децентрализация и автономность. Криптовалюты обеспечивают большую автономию пользователей, позволяя им управлять своими средствами без посредников. Третье – это доступность и инклюзивность. Криптовалюты делают финансовые услуги более доступными для людей без доступа к традиционным банковским услугам. И напоследок, это возможности DeFi и NFT. Сектор DeFi и рынок NFT предлагают уникальные возможности для заработка и инвестирования в цифровые активы. Ну и, конечно же, мы не можем с вами упустить из виду риски и не обсудить их. Первый риск – это рыночная волатильность. Криптовалюты подвержены значительным ценовым колебаниям, что может привести к быстрым и значительным потерям. Второе – это регулятивные изменения. Непредсказуемость регулирования криптовалют может повлиять на инвестиции и доступность услуг. Третье – это безопасность и мошенничество. Риск хакерских атак и мошенничества остается высоким в мире криптовалют. И напоследок, это технологические риски, а именно риски, связанные с ошибками в коде, уязвимостями смарт-контрактов или потерей доступа к криптокошелькам. Риски, конечно, весомые, но тем не менее есть способы для их минимизации, и давайте же их обсудим. Первый – это диверсификация инвестиций. Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсификация портфеля может помочь снизить риски. Второе – это образование и исследование. Важно проводить тщательные исследования и постоянно обучаться, чтобы понимать рынок и принимать обоснованные решения. Третье – это осторожность в DeFi и NFT. Инвестируя в DeFi и NFT, важно оценивать риски и потенциал каждого проекта. Следующий пункт – это использование надежных платформ. Выбирайте проверенные и надежные криптовалютные биржи и кошельки. И как только видите какие-то красные флаги, то рекомендую сразу менять биржу. Затем у нас управление рисками. Определяйте свою стратегию управления рисками, включая установление пределов убытков и прибыли. И последнее – это слежение за регулятивными изменениями. Оставайтесь в курсе последних новостей о регулировании криптовалют в вашей стране. В любом случае, все самые важные новости мы разбираем здесь, а также у нас в телеграм-канале, поэтому не забываем подписываться. Понимание этих рисков и возможностей, а также осознанное их управление являются ключевыми факторами успеха на крипторынке. В заключение, рассмотрение криптовалютного рынка на 2024 год позволяет нам увидеть образ будущего, в котором финансовые технологии играют все более значительную роль. Важно понимать, что мир криптовалют находится в постоянном развитии, и важность осведомленности и аккуратного подхода к инвестициям не может быть переоценена. В то же время перспективы и возможности, которые открывает криптовалютный рынок, несомненно заслуживают внимания. Ну и, конечно же, через всего лишь несколько месяцев нас с вами ждет халвинг. А что происходит после халвинга? Верно, рост. На этой ноте наше видео подходит к концу, надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать в следующих выпусках. Таким образом, мы с вами будем делать контент вместе. Ну и перед тем, как попрощаться, хочу порекомендовать тебе подписаться на
наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить криптовалюту, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.